Всем привет, меня зовут Виталий Шульга, мой никнейм Матик, мне 24 года, и сейчас мы поговорим немножечко обо мне. Я родился в городе Артем, это город рядом с Владивостоком. На данный момент живу в Санкт-Петербурге. Все детство у меня было достаточно активным, занимался различными видами спорта, вел просто активный образ жизни. В детстве, я думаю, как и многие в моем возрасте, я играл в КС, в Доту, в Quake еще можно. В 17 лет я переехал в Санкт-Петербург учиться на кораблестроителя. Учился в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Высшее образование, но в этот момент моя карьера уже как игрока начиналась, поэтому в целом по профессии я никуда не пошел. Город находится там рядом с морями, брат у меня ходит в моря. Я планировал связать свою жизнь с чем-то около похожим на море, и поэтому пошел учиться в университет кораблестроения. В пабг я начал играть, потому что были пару лекций неинтересных в университете. Мы сидели там, просто играли. Ну и просто затянула игра, убивал там свободное время и все. Но родителям я долгое время не говорил то, что я играю в то время, когда я учусь, потому что они далеко. Не хотел там, чтобы переживали за то, что у меня какие-то неуспеваемости или еще что-то может быть в университете. Первый раз родителям я сказал, когда прошел на свой первый глобальный турнир. Это был по МСО в Берлине. И каждое лето я летал домой, увидеться с родителями. Я просто позвонил маме, сказал: маме, я не полечу домой, я полечу в Берлин. И в целом с того момента, когда результаты были уже довольно-таки хорошими, я что-то зарабатывал. Ну, мама сначала так восприняла странно, но потом только поддерживала. Я начал про-карьеру, сам не осознавая это, потому что в целом мне всегда нравилось просто соревноваться с другими людьми в той или иной дисциплине. У нас были какие-то свои локальные команды, которых на тот момент было немного. В то время было очевидно, кто играет хорошо, кто играет плюс-минус нормально. И все комьюнити знало всех хороших игроков. Но это все просто пошло по карьерной лестнице, так скажем, вверх. Создавали все более лучшие турниры, более лучшие условия для того, чтобы люди развивались. И само так получилось. Я просто играл. Но первые глобальные достижения в игре — это, наверное, с момента, когда к нам в дисциплину организация Na'Vi пришла. Мы занимали очень хорошие места на глобальных турнирах. Мы в целом показывали всей команды хорошие результаты. Наверное, прям такая около карьера началась с момента, когда мы просто играли командой, которая собралась еще в начале. Это у нас был ТЭК-99. Там просто играли по факту знакомые, хорошие игроки. Играли различные рофло-турниры. Потом, когда появлялись первые официальные турниры, мы играли их. Ну и с момента официальных турниров уже из СНГ было видно, кто выделяется, кто как играет. Приходили новые организации. После этого нас подписала организация Deforme Meditary. После нее был такой микрозастой. Потом Сергей Померанцев позвал в Team Unique. Мы играли там с ним в одной команде. Мы разошлись, он ушел в Cloud9, я ушел в Dream Eaters. Спустя, наверное, месяцев 8 организация Na'Vi предложила создать нам команду. После того, как мы собрали команду в Na'Vi, поиграли 3 года и показывали хорошие результаты, мы таким же составом перешли под организацию Gaming Gladiators, провели там год. В целом, теперь я здесь, в Team Spirit. В Team Spirit меня пригласил мой очень большой друг Руслан Медшоу. Мне просто написал, сказал: есть вот такой вариант, давай попробуем. И на тот момент лучше предложения не было. И в целом я был не против поиграть с этим составом, предложение, от которого было тяжело отказаться. Из команды я больше всего был знаком с Сергеем, потому что мы с ним очень долгое время играли. Немного был знаком с Эффектом, потому что наши пути в моменте пересеклись, но потом он ушел в другую команду. Ну и косвенно был знаком с Номи, катались на одни и те же турниры, когда он был в одной команде, а в другой. Ну, о каждом из тиммейтов что я могу сказать? Ну, Эффект с Номи такие хардплееры, которые постоянно хотят быть сильнее всех. Сергей — это больше, наверное, смарт-плеер, который хочет обмануть всех.
Но глобальная цель, наверное, перед собой — это сделать все возможное для того, чтобы команда показывала хорошие результаты и стараться делать все, что зависит от меня. Сейчас моя цель заключается в том, чтобы я как игрок и как человек делал все возможное для того, чтобы команда показывала максимально хорошие результаты и стабильные на каждом глобальном турнире и в целом на любых официальных турнирах. Текущий потенциал команды очень высок, потому что после первого турнира поняли, что есть очень много моментов, над которыми мы можем работать, которые можно улучшать. И я думаю, что если довести все эти моменты до идеала, то потенциал команды будет очень высоким. Я бы себе пожелал быть, наверное, ментально сильным игроком, чтобы мог всегда помогать команде и морально, и по игре. Хочу, чтобы в будущем от меня было очень много пользы, которую я могу привнести в эту команду. Фанатам хотел бы передать, что следите за нашей командой, болейте за каждого игрока, потому что все заслуживают этого. За мной вы можете смотреть, пока не знаю где, можете подписываться только пока что на Telegram, а там уже будет вся информация о будущем.